Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Геннадий М. на связи прямо сейчас. Геннадий, приветствую вас. Здравствуйте, уважаемый Александр, рад вас видеть. Взаимно. У нас очень и очень напряженная ситуация вообще в мире, да? Америка разворачивает флот у берегов Ирана. Иран говорит, попрощались с семьями американские солдаты. Параллельно с этим мы видим, как вообще неспокойно с точки зрения экономики, с точки зрения, собственно, ожиданий. Да, золото очередные верха берет, евро растет, по крайней мере, в Украине и там в других странах. А все почему? Потому что Урсула договорилась с Моди, и автомобили европейские теперь снижены пошлины и будут там на 15 тысяч евро дешевле, условно, там большие какие-то дорогие марки. Короче, мы видим, как вот этот мир, который Трамп думает, что он у него под сапогом, он как-то в стороны расходится. Как вы думаете, насколько сейчас вероятны неожиданные действия Трампа в отношении Ирана, и как эта обстановка вообще повлияет на главные, да, его миротворческие усилия? Миротворческие усилия. Да, конечно, нас здесь прежде всего интересует Украина. Это весь конфликт, который затрагивает каждого нашего гражданина, и в том числе зрителей нашего канала. Но для того, чтобы понимать, что будет дальше на этом континенте, надо сначала понять, почему американцы так действуют. И все ли у них получается. И забегая наперед, могу сказать, что пока что у них все получается. И пока что из того, что задумал Трамп, у него все выходит. А теперь давайте о глубинных причинах. Да, действительно, американская авианосная группировка, вы понимаете, что это не один Авраам Линкольн, это не один авианосец. Американская авианосная группировка состоит из нескольких десятков, собственно, единиц морской техники. Уже выдвинулась, и прибыла в Персидский залив фактически. А чем это грозит? Во-первых, я могу сказать, что намерения Трампа более чем серьезные, потому что надо понимать, что продвижение авианосца, вообще авианосной группировки стоит в сутки приблизительно $50 миллионов со всеми его кораблями. И Трамп не зря пригнал и потратил практически $1 миллиард, не зря пригнал всю эту тяжелую военную технику в залив. Также отмечается движение американской логистики на американских военных базах, установка дополнительных ПВО туда. Почему? Потому что понятно, что если состоится атака на Иран, то Иран уже объявил своими легальными целями для атаки американские военные базы и Израиль. Почему это происходит? Здесь надо вернуться, наверное, к теме с Венесуэлой. Это очень важная тема, потому что на самом деле все пропустили, никакие новостные агентства эту тему не обсуждали, но Минэнерго США официально в цифрах признала прохождение пика американской нефти. Как мы с вами знаем, цена ниже $61, эта нефть добывается в убыток. Но высокая цена, от которой сильно зависит американская экономика, она практически убивает американскую экономику, потому что каждому гражданину США необходимо в год 52 бочки нефти. Каждому. То есть, если каждому гражданину России 28 бочек нефти, на каждого гражданина Ирана, это очень крупная страна, это 90 миллионов населения, я напомню, и по площади Иран занимает такую же площадь, как вся Западная Европа, без восточной. И там добыча достаточно небольшая, в пересчете на каждого гражданина, и не превышает 15 баррелей нефти. Что, собственно, в принципе не дает Ирану возможности, чтобы его народ существовал более-менее, в достатке. Да? Так вот, с чем связана была атака США на Венесуэлу? С тем, что Минэнерго США официально, собственно, подтвердили, что пик
добычи сланцевой нефти, он уже пройден. И здесь было два варианта объявления этого. То есть задача выглядит на сегодняшний день так. Ситуация, я просто вот цитирую. Никакие ухищрения не помогут удержать стремительное падение. Все упадет обвально на десятки процентов, а ядовитые пропанты, давление там в черной дыре, километры горизонтальных стволов не помогут. То есть следует признать, что сланцевая нефть закончилась. Но Минэнерго выбрала более демократичную формулировку, и звучит она так. Минэнерго США предсказала умеренное снижение добычи нефти в Штатах со скоростью минус 2% в год. Ну, как бы типа не обвально, но быстро. На самом деле дела обстоят куда как хуже. Таким образом, Трамп, получив венесуэльскую нефть, он фактически загружает НПЗ Мексиканского залива и Техаса, извиняюсь. Но надо понимать, что такое венесуэльская нефть. Это асфальт. Да? Это очень тяжелая нефть, которая разбавляется нафтой перед транспортировкой. Мы уже эту тему обсуждали. Она не подходит для покрытия всего дефицита. А дефицит, по официальным данным, будет нарастать минус 2% в год. На самом деле это неправда. Пик пройден. И если мы посмотрим на графики, я их могу приложить к этому видео, мы увидим, что там около 5% может быть потери в год. И еще немаловажный вопрос, нюанс. То есть, если мы сейчас с вами имеем точку безубыточности $61 за баррель по американской сланцевой нефти, то при снижении ее добычи эта точка безубыточности будет подниматься. Понимаете, да? То есть, эта нефть уже сегодня, в 2026 году, стала убыточной. Но поскольку нефть – это не просто углеводород, а это политически важный момент для американской экономики, где, как вы понимаете, американцам сама Америка так выстроена, что это одноэтажная Америка, у них большие V8 вот эти машины, им надо их заправлять, то есть надо много бензина, много нефти, и американцы ее очень много потребляют. Соответственно, Америка обратила свое внимание на все нефтяные консервы этого мира. Понятно, что Саудовская Аравия будет всегда верным партнером США. На сегодняшний день такая позиция. И, конечно, по мере завершения добычи вот этой самой сланцевой нефти, это Бакен, нефтяники, кто знает, тот знает, что такое Бакен. Это единственное месторождение как бы в США, хотя, говорят, там в Канаде добывают сланцевую нефть. Но на самом деле это очень неэкологичный способ добычи. Мы знаем, что вокруг все отравлено, мы знаем, что в грунтовые воды это все поступает, и как бы такая не очень хорошая история. Так вот, самые крупные запасы нефти в Венесуэле. Это согласно отчета венесуэльцев. На самом деле у них там нет никаких 80 миллиардов тонн, у них там 20-25, и Трамп это прекрасно понимает. Иран – очень большая консерва нефти. Между прочим, есть такой статистический факт. Иран за последние 2 года поставил 100-летний рекорд вообще добычи нефти на своей территории. И вся эта добыча нефти, есть 2 страны, которые заинтересованы в статусе КВО Ирана, чтобы Иран не был побит. Это Объединенные Арабские Эмираты и Турция. Почему? И Ирак. Потому что ОАЭ является прокси-структурой по экспорту иранской нефти. То есть там налажена логистика таким образом, что недемократичная подсанкционная иранская нефть становится демократичной арабской. И на этом, собственно, Сауди Арамко тоже выросла. То есть большой объем иранской нефти экспортирует ОАЭ. Второй момент. Огромные объемы газа импортирует Турция из Ирана. И, естественно, вот с этой самой скидкой за санкции. Вы знаете, да, что любой санкционный товар на рынке стоит дешевле. Третий момент. Ирак. Ирак сам добывает нефть, но вся его энергетика сосредоточена и питается на мазуте, который идет, опять же, из Ирана. То есть эти 3 страны, в принципе, не заинтересованы в падении режима Аятолл. Но США настроены очень агрессивно. США настроены на то, чтобы отнять эту самую нефть. И все их разговоры, как мы понимаем с вами, там о демократии и так далее, они вообще ни о чем. Но у США здесь есть и вторая геополитическая, может быть, не менее важная задача. Это лишить Китай и Индию потоков этой нефти, потому что
рост потребления нефти Индии – это около 10% в год. Можете себе представить? То есть Индия готова съесть нефти через 10 лет в 2 раза больше, чем она ест сейчас. Вопрос, откуда она? Это конечный ресурс. Китай более 33% своего потребления нефти добывает из Персидского залива. Там, конечно, есть и легальная нефть из ОАЭ, которая на самом деле санкционная нефть из Ирана, и есть прямые поставки санкционной нефти из Ирана, как через третьи страны, так и, собственно, из самого Ирана. Для Китая эта ситуация вообще патовая, потому что если мы с вами говорим, что США потеря каких-то там 2-5% в год добычи собственной нефти приведет к вот этим войнам, к развязыванию огромных войн, то для Китая в одночасье потеря трети всей импортируемой нефти просто приведет к коллапсу, к какому-то кризису промышленному, да и к любому, к энергетическому. Поэтому сейчас за Китай, за Иран уцепился Китай. Вот по непроверенной информации, не буду давать никаких ссылок, порядка 16 тяжелых транспортных военных самолетов, это мы, как понимаем, китайская модель Ил-76, приземлились в Иране и доставили туда, по слухам, опять же, аппаратуру РЭП, который позволит сбивать с толку американские ракеты, наводить помехи на спутники. Ну, что, кстати, уже было успешно сделано с 14 тысячами терминалами Starlink масковскими, которые были заглушены для оппозиции. Они были введены заранее, спрятаны, ну и постепенно их, в принципе, заглушили, то есть сделали нефункциональными. Поэтому схватка намечается грандиозная. Какова здесь роль Израиля? Конечно, ключевая. И вообще, на самом деле, проблему с нефтью надо решать. И Трамп ее собрался решать. А в чем решение? Но Подождите. Трамп... Вот вы описали ситуацию, Геннадий, достаточно подробно. Но непонятны цели Трампа по поводу этой иранской нефти. Ну, это как с Венесуэлой забрать себе? Да, абсолютно, как с Ираком. Они провели операцию «Буря в пустыне», свергли режим Саддама Хусейна, и теперь они полностью распоряжаются иракской нефтью. Там нет у них конкурентов. То есть вся иракская нефть, ну если, допустим, скажем, при цене 56, там, допустим, лайт смесь за баррель, когда был Саддам Хусейн, в этом случае все $56 поступали в бюджет Ирака, то сейчас Ираку остается 4-5 долларов, ну, собственно, на то, чтобы там тащить нищее существование этих несчастных народных масс. И, в принципе, то же самое будет в Иране. Потому что, смотрите, одна ремарка, там Геннадий, же какая... Одна ремарка. Что-то это мне напоминает, какую-то ресурсную сделку между какой-то Украиной и какой-то Америкой, где потом, когда достали цифры, показали, что ой, а из добытого 2% отдается государству. Хотя вроде как обещали нам прям золотые горы. Александр, вы гений аналитики. Вы просто зрите прямо в корень. Конечно же, оно так и будет. И, конечно же, оно так всегда и делается. И никак по-другому. Вообще очень странно. Я вот здесь написал в своей группе в Телеграме, что у меня такое чувство, что люди, политики, которые общаются с американцами, ведут с ними серьезные переговоры, строят какие-то концептуальные способы развития каких-то отраслей промышленности, добычи чего-то, ну какое-то развитие, да. Такое чувство, что они, значит, были гипнотизированы или получили дозу вот этого американского демократического газа, который опьяняет и полностью приводит к тому, что у человека исчезает инстинкт самосохранения. То есть понятно, что все, что предлагают американцы, это только вас обмануть. Это нация обманщиков, как и англосаксы. Собственно, ну неужели это непонятно? Кто с кем договаривается? Давайте я приведу ближайший пример насчет американского вот этого газа свободы. Значит, есть такая структура на Ближнем Востоке, называется курды. Они проживают в Турции, кстати, очень много, их десятки миллионов. Они проживают в Сирии, они проживают в Ираке и проживают в Иране. И, конечно, их очень не любит Реджеп Таyyip Эрдоган. Понятно, что также их не любит новый глава сирийского правительства, которого обелили, одели в костюм, и теперь, значит, он легальный. Так вот, сирийское правительство новое вопрос с курдами решило. Они просто пришли и забрали. А что курды охраняли? Они по заказу и за деньги американцев охраняли самые большие источники воды и самые большие месторождения нефти в Сирии.
Когда Асада лишили нефти, то есть американцы захватили эти нефтеносные месторождения, соответственно, его режим медленно угасал, пока не погиб. Вот, собственно, этим все закончилось. Так вот, курды абсолютно точно считали, я даже общался с людьми, там, причастными к этому, что они являются абсолютными прокси США, что США их полностью защищает, снабжает оружием, развединформацией, военной подготовкой, вообще чем угодно. И посмотрите, чем это закончилось. США умыли руки, они просто ушли, отдали курдам на растерзание новому сирийскому правительству, которое относится к запрещенным во многих странах организациям. А что делает сирийское правительство, новое, я имею в виду вот это, когда приходит на какие-то территории? Вот мы друзов можем вспомнить, да? Они занимаются резней, этническими чистками. Курды не принадлежат к их нации, это не арабы. Извиняюсь. Соответственно, они будут вычищены и зарезаны. То есть, это я вам просто говорю о том, что украинцы, которые уповают на США, на американскую помощь, на партнерство. И самое интересное, это самое тупое, что может быть в жизни, это американские гарантии. Зеленский говорит, нам важнее американские гарантии, чем европейские. Американские гарантии, посмотрите на курдов. Вот вам американские гарантии. Сейчас их вырежут всех. То же самое будет с Украиной. Абсолютно то же самое. То же самое будет со всеми, с кем бы они, американцы, не пытались, собственно, договориться. Так вот, Геннадий, по поводу нефти. Да, сейчас вернемся к нефти. Одна ремарка, пока далеко не ушли. По поводу курдов. Сегодня пришли видео. Значит, в Латакии сохраняется российская база, и там будут переговоры с сирийским правительством на берегу Средиземного моря, что там будут россияне. А вот с других, в том числе и курдских территорий, сворачиваются россияне. Получается, что тут курдов теснят как могут, и, судя по всему, бьют, потому что американцы, а тут российская база сворачивается одна, стратегические вертолетные площадки, аэродром. То есть мы можем предположить, что это часть сделки и сворачивание российских баз на территориях, которые там курдские, да, где курды, это дух Анкориджа? Да, совершенно верно. Александр, вы настолько проницательны, мне даже вот с вами, вы можете мне вопросы не задавать, вы знаете ответы на все эти вопросы. Безусловно, это, конечно же, дух Анкориджа, потому что американцы уже тогда знали, что они будут сливать курдов, и они уже тогда договорились с Россией в рамках более грандиозной сделки. А суть этой сделки я вам тоже могу открыть. Общие очертания, я имею в виду. Конечно, там я не участвовал в переговорах и не читал секретные протоколы, но приблизительно я вам могу сказать, в чем суть этой сделки. Еще раз повторюсь, главная задача Трампа сейчас в экономике и в геополитике – это захватить максимальное количество нефти, потому что он понимает, что в ближайшие 10 лет в мире будет дефицит нефти. Они же, Минэнерго США очень хорошо умеют считать. Это Украина не знает, сколько у нее там газа, сколько у нее нефти, а Минэнерго США точно знает, где есть месторождение, сколько там газа, нефти или еще чего-то. И, кстати, Гренландия – это те же редкоземы, да? Не случайно Гренландия нужна американцам, но там есть и другие причины, помимо вот этих самых редкоземов. Поэтому, конечно же, иранская нефть должна быть захвачена. И они здесь убивают двух зайцев. Они уничтожают канал поставки нефти Китаю. Для них это очень важно. А чтобы понять, насколько важно, давайте мы сейчас с вами эту тему обсудим, потому что она в общем конструкте вот предстоящих военных действий. А между прочим, мы с вами не должны забывать, что еще во времена Гарри Трумэна, когда он переизбрался там в 1947 году, там должен был победить другой кандидат, но Гарри Трумэна выбрали, создавалась тогда такая организация интересная, как ЦРУ. Да, вы помните, это еще там 40-е годы, ее зачатки. И Гарри Трумэну, когда он только избрался на стол, положили доклад. А что тогда у нас происходило? 47-48 год, создание государства Израиль. Да? И ЦРУ ему тогда докладывало, что создание государства Израиль в 100% случаев приведет к мировой ядерной войне. То есть те, кто его создавали, они это понимали. И его создавали специально. Не для того, чтобы репатриировать евреев на землю обетованную. Абсолютно не для этого. Вот многие, так сказать, евреи там этого не понимают. Но на самом деле это государство создавалось с одной только целью. С целью
получение форпоста США на Ближнем Востоке и дальнейшая мировая война. Поэтому я вам говорю, что на самом деле это не шутка, потому что то, что Израиль располагает ядерными боеголовками там, в количестве 60-80 штук, это совершенно точно. В том, что в этой войне есть другие интересанты, в том, что у Ирана, возможно, есть ядерное оружие, это тоже точно. Это не догадка, оно у него есть. Если бы его не было, они не бомбили их ядерные центры. И буквально вчера, если вы наблюдаете за информационной повесткой, возбудились йеменские хуситы, которые сказали, будем всех топить. Ну вот они там приедут в Персидский залив, все, кто будет по нашему проливу поплывать, будем, значит, их топить. Здесь не стоит забывать и упускать, что есть легендарный хуситский резиново-тапочный гиперзвук. Мы же знаем, что у хуситов есть гиперзвук. Это вся планета знает, да? Кто его знает, какая там роль будет этого гиперзвука и на каком этапе. Но то, что Иран собирается ответить всей своей мощью, это раз. И второе, то, что у Ирана на сегодняшний день появились средства РЭП и ПВО, такие, каких не было в 12-дневную войну, в том числе с участием России и Китая, это совершенно точно. Но я вам могу сказать, что, скорее всего, и Китай, и Индия в этой войне будут таки наказаны. А наказаны они будут за то, что они не объединились вокруг оси зла России, Ирана, Китай с Индией. Они не объединились. Нет, мы же знаем с вами, что на полях украинской войны огромное количество китайского оружия. Не только китайского оружия, китайских электронных систем и, конечно же, китайские спецслужбы об этом прекрасно осведомлены, они знают, что они куда поставляют. Это абсолютно не секрет. Поэтому Китай занял такую позицию, знаете, по Лао Цзы, мы будем сидеть на высоком берегу реки Хуанхэ и будем смотреть, как поплывут трупы наших врагов. На самом деле это большая ошибка. Это не военная стратегия. Кстати, насчет военной стратегии и Лао Цзы. У Китая отличная военная стратегия, очень приятно читать, как художественная литература очень хороша, но Китай на самом деле не одержал ни одной военной победы за всю свою историю. Поэтому они и боятся. А давайте мы нырнем еще глубже насчет Китая и посмотрим, какими, собственно, методами администрация Трампа собралась разбираться с геополитическими, экономическими вызовами будущего для США. Итак, как мы знаем, буквально 18 января, да, как стало известно, были приняты действия китайскими спецслужбами по аресту всей верхушки НОАК, Национально-освободительной армии Китая. Вы знаете, да, это как бы не секрет. А вот сегодня буквально, во-первых, национальная газета НОАК опубликовала подробности. Ну, на самом деле, она, конечно, ничего не сказала. Она сказала, что они оторвались от партии, стали там предателями, и что мы их там всячески, значит, вот вылечим, здесь арестуем. Но я вам могу сказать, здесь просочилась информация из китайских источников, как это все выглядело. И вы сейчас поймете, при чем здесь Трамп и вот эта война. Итак, в последнее время Си Цзиньпин, председатель КПК, получил информацию, что на него идет охота и готовится какой-то заговор и покушение. И китайские спецслужбы подтверждают, что Си Цзиньпин в последнее время перестал жить в своей резиденции и меняет каждые 2-3 дня новое место, где он останавливается. И то место, где он останавливается, об этом никто не знает. То есть он может остановиться где угодно. Так вот, в Китае есть проправительственное, ну не в Китае, их много у него, есть, собственно, принадлежащая государству гостиница, в которой работает его служба охраны, и куда, собственно, он собирался приехать 18 января. Смотрим, это совсем недавно было. Вот. И вот что здесь выяснилось. Оказывается, Джан Юся и Лю Джэньли – это два ближайших соратника Си Цзиньпина. В ночь на 18 января 2026 года Си Цзиньпин планировал остановиться в правительственном отеле Цзиньси в Пекине. В последние годы он постоянно перемещается, меняя местоположение каждые несколько дней. Однако за 2 часа до операции произошла утечка информации. Си Цзиньпин немедленно покинул отель Цзиньси, организовал контроперацию по задержанию бунтовщиков Джана Юся. А вот Джан Юсь, не зная, что информация просочилась Си Цзиньпину, отправил передовой отряд спецназа армейского, которые прибыли в гостиницу Цзиньси и вступили в перестрелку с личной охраной Си Цзиньпина. Можете представить? Это крупнейшее государство мира. Как Трамп относится к Си Цзиньпину?
Кто подготовил? Ну, понятно, что об этом уже стало известно за 2 часа. В это время, когда спецназ ехал убивать, ну, или захватывать, или арестовывать Си Цзиньпина, в это время уже были арестованы их семьи даже, этих заговорщиков. То есть эти все 7 генералов были арестованы все их родственники во всех провинциях Китая, просто наглухо и закрыто. Я думаю, что сейчас будет показательная расправа. И, собственно, в данный момент, вот в данный момент времени немедленно дан приказ там задержать всех. И, между прочим, китайская армия, НОАК, сейчас находится в состоянии, когда все остаются в своих подразделениях, то есть там буквально комендантский час. Запрещены передвижения военной техники по Китаю полностью. Всем дан приказ сидеть на местах. Вы знаете, Отменить все отпуски. шокирующие подробности, но Да. по поводу Джан Юся, как бы сильно я не углублен в эту политику, но я помню такую преснопамятную его фотографию, да, с Салливаном. Салливан и Джан Юсь на встрече, когда вот они встречаются, мило улыбаясь. То есть определенный след демократов тут тоже прослеживается, ну, еще в те времена, когда Салливану было по чину. В общем, интересно, заговор против Си Цзиньпина. Да, Си Цзиньпина, заговор против Си Цзиньпина по той же технике, что мы не собираемся воевать с Китаем, там, делать наземные операции или еще как. Ну, это такое, Америка это не потянет, да. Это затянется на десятилетия там, в общем. Ну, но залезть вовнутрь команды, да, устроить там предателей или запугать их, их же там это не просто завербовать высших чиновников НОАК, как вы понимаете. И, кстати, заметьте, я знаю, что вы очень скрупулезно следите за новостной повесткой. Буквально 3-4 дня назад на коммерческих сайтах, доступных в Китае, появилась реклама ЦРУ. Раньше такая реклама была в Москве. Это реклама в ЦРУ на китайском языке, где китайцам предлагалось сотрудничать с ЦРУ за деньги. О чем это говорит? О том, что ячейки агентов, которые внедрялись на протяжении десятков лет в Китае, в том числе через тех студентов, вы знаете, это же это инструмент Китая, они отправляют своих студентов учиться в США, там более 200 тысяч человек учатся, и потом эти кадры полезные приезжают и поднимают экономику Китая, но ЦРУ-то тоже не дремлет. Все эти кадры, которые приехали учиться в США, еще, я вам скажу, еще 25 лет назад, я как-то был там в Америке, в университете Беркли, в Стэнфорде, вот, и нам один профессор рассказал такую шутку. Я просто, когда пришел в аудиторию, я заметил, что там практически нет белых студентов в Беркли, да, но это университет в Калифорнии. А он сказал такую шутку, что средний американский университет – это когда русский профессор читает лекцию китайским студентам. Ну, действительно так и было, потому что очень много преподавателей было там и из России, из любых стран мира. То сейчас средний американский университет – это уже китайский профессор читает китайским студентам лекцию. В принципе, уже он может даже на мандарину переходить и читать на родном языке. Но это я шучу. Но, тем не менее, агентурная обширная сеть была создана Соединенными Штатами в Китае. И вот они этот проект вынашивали десятилетиями. Представляете, сколько лет надо было воспитывать этого человека, да? Который подкрался так близко к Си Цзиньпину и готов был его арестовать 18 января. Представь себе, как изменился бы этот мир. Там даже заготовки просочились в сеть, как Юсь собирался объявить о том, что, дескать, китайский лидер Си Цзиньпин, он развил, значит, неплохие направления в нашей экономике, все очень плохо, поэтому мы его свергаем для спасения китайского народа. Вот эти вот вещи происходят. И я вас уверяю, гарантирую 100%, что та же самая агентурная сеть была создана и Моссадом, и ЦРУ в Иране. И я вас уверяю, 100% такие же точно у них задумки есть в отношении России. И, между прочим, там все какие-то крупные военные политические аналитики в Рунете говорят о том, что Кремль ждет заговор, там какие-то заговоры, все там какие-то заговоры. Это нормальный почерк работы американцев. Они обычно так работают. Так вот, плавно приближаясь к Украине, а к Украине мы должны приблизиться, потому что она здесь точно при чем? Анкоридж. Трамп разжижил как бы внимание всей мировой прессы и самого президента России. Красная дорожка, рукопожатие, в свой лимузин посадил. Ну, такое высокое доверие. А дальше стали проясняться, со слов участников, какие-то элементы этой сделки.
Элементы этой сделки выглядели таким образом. Ну, во-первых, то, о чем сейчас говорят российские представители на переговорах, что, дескать, отдайте Донбасс. Вчерашнее заявление Зеленского, может, он его раньше сделал, но я его только вчера прочел, о том, что нет, это не вопрос, значит, украинские территории не отдаются. Мы не отдадим ничего. Ну, то есть мы с вами понимаем, что переговоров не будет. Это очередной пшик, такой же, как был и раньше, потому что ни Россия, ни Украина и ее партнеры европейские не заинтересованы в восстановлении и прекращении боевых действий прямо сейчас. То есть боевые действия, скорее всего, будут проложены, но Трамп проявляет такой, знаете, даже не сдержанный, а такой, я бы сказал, оптимизм. Так вот, в эту сделку в Анкоридже, и это официальная информация, это не слухи, не сплетни, было включено сотрудничество Российской Федерации с США в добыче редкоземельных металлов, помощь Соединенных Штатов Америки технологическая и партнерская в освоении новых месторождений Восточной Сибири, речь не о Западной идет, в Западной Сибири, понятно, там Самотлорское месторождение, Ямало-Ненецкий округ, это газ, там с этим все понятно. А вот развитие месторождений Восточной Сибири, и Япония к этому подключилась. Япония готова за свой счет профинансировать строительство трубы к Тихому океану. То, чтобы не через Китай, там же есть вот эти все трубопроводы и силы Сибири и так далее, а чтобы это выходило к Тихому океану. А американцы вообще видят такое сотрудничество с Россией, что Россия построит, например, еще там 1 или 2 СПГ-терминала, и по Северному морскому пути это тоже может как бы уходить, но в целом американцы тоже хотят, чтобы весь будущий российский газ и нефть уходили к Тихому океану, то есть чтобы были построены ветки этих трубопроводов. А теперь вернемся к началу нашей беседы. Мы о чем с вами говорили? О том, что в США назревает катастрофа. Через 10 лет, возможно, Бакен будет закрыт, потому что, да, там еще можно будет, мы имею в виду эти сланцевые нефть и газ, там еще можно будет добывать нефть и газ, но только для каких-то там определенных целей, потому что его себестоимость очень сильно вырастет. И поэтому США хотят закрыть нефтяные проблемы. И в данной ситуации для США нефтяные и газовые проблемы, а вы понимаете, что обустроить месторождение, построить к нему дороги, поселки, нефтеналивной терминал, представляете, объем строительства, это 4-5 лет, это десятки миллиардов долларов, на это надо время. Поэтому США сейчас выгодно прикрыть тему с Украиной, не окончательно, не долгий мир, как они там говорят, все ерунда, никакого долгого мира не будет. Просто приостановить эту тему для того, чтобы России частично отменить санкции, для того, чтобы направить инвестицию в развитие терминалов и в строительство трубы до Тихого океана из российских месторождений. Также он работает со всеми другими нефтяными консервами во всем мире. То есть он сейчас решает очень важную экономическую проблему, что будет, если Азия растет, вот Китай растет в нефтепотреблении, Индонезия, Малайзия, Индия, они начинают потреблять слишком много нефти. Он понимает, что ее ограниченное количество. И при сокращении добычи в США на 2-5% в год, через 5-6 лет возникнет ситуация, когда Штаты станут главным покупателем нефти на планете. Но им придется конкурировать, и в том числе по цене, с новыми вот этими восточно-азиатскими львами, которые будут потреблять еще больше, чем США. Но США не готовы конкурировать по цене. США хотят получить дешевую нефть. В случае с завоеванием Ирана США получают дешевую нефть, потому что будет так же, как в Ираке. Они просто будут ее себе забирать, как и в Венесуэле. В случае с Россией они получают дешевую нефть, потому что Россия зажата в тиски санкций. Она сейчас в таком положении экономическом и политическом, что они предложат вот этот вот вариант. Давайте мы вам все здесь построим и будем забирать себе нефть. Как, типа, помните, был договор по разделу продукции РСП, это Сахалин-1, который ликвидировали потом впоследствии. То есть там по этому договору Россия не получает ничего. Ну, то есть там его рабочие трудятся, там какие-то копейки, даже НДПИ, там налог на землеполь, на недра, он тоже не применяется в этих проектах, потому что вот такая вот преференция. На сколько-то лет, например, на 25 или на 40 лет, неважно. Подписываются такие длинные договора. Поэтому у Трампа стоит такая задача. А теперь мы плавно
перевернем, значит, страницу и посмотрим, а как это связано с Украиной. Я за последние 2 недели 10 раз слышал ссылку российских официальных лиц на дух Анкориджа. Да? Да. То есть дух. Мы приверженцы духу Анкориджа. А дух Анкориджа это, я вам скажу, что это типа Украина выходит, оставляет Донбасс. Чем это плохо для Украины? Ну, во-первых, это плохо для Зеленского, для его правительства. Он не выживет, если он это сделает. Это первое. Второе. Украина уходит с отличных укрепрайонов, которые строились много лет, на ту территорию, где нет вообще никаких укрепрайонов. А вот сама граница Донецкой области – это степи. Ну, как бы, в принципе, их можно там, конечно, построить, но они будут все на виду, русские будут знать, где они, эти укрепрайоны, и прям точно по ним бить. Поэтому это условие Россия специально поставила и дала Трампу понять. Помните, с вами мы разговаривали, что после Анкориджа были спекуляции, что Трамп отдал Путину Одессу. Там, вот, помните вот эти разговоры, да? Очень много украинские политические каналы написали. Ну, во-первых, вся украинская политическая общественность была возмущена и недовольна вообще самим фактом этих переговоров в Анкоридже Путина и Трампа. Вот. А во-вторых, появились вот эти вбросы. И появились вот эти карты из госпожа госсекретарь, помните, да? Ну, Я давайте полагаю, так, у Герасимова тоже специально показали, да, карту с Одессой и с да, Николаевым. да. Хотя Герасимов это не сериал, а не развлекательный канал, это все-таки, ну, там, лицо при должности, да, там, при официальной должности. Поэтому, когда они говорят о духе Анкориджа, они, конечно же, имеют в виду вот эти договоренности, по которым Трамп готов отдать русским пол Украины или большую часть, включая юг, юго-запад, ну, там все вот эти, о которых Путин ему рассказал, значит, исторических местах, которые были русскими, значит, но не были украинскими, значит, он хочет их отдать. Ну, а за это он хочет разорвать вот этот конгломерат военно-политический, который возник на базе Китая, Ирана, Индии. Ну и фактически он уже Индию с Китаем наказал, потому что Индия, она решила усидеть на 2 стульях. Они решили быть, да, они сейчас заключают вот это соглашение с Евросоюзом. Китай тоже пытается заключить, но европейцам дают по шапке, а сегодня вообще дали по шапке канадцам, которые сказали, не, мы ничего с Китаем не заключаем. Ну, он пригрозил ввести 100% пошлины. То есть Китай обкладывают со всех сторон. Мало того, что там устроили попытку госпереворота 18 января, да, то есть китайцам после 18 января американские подходы стали уже окончательно понятны. Они раньше были понятны, но была возможность как-то там договариваться. Сейчас они стали окончательно понятны. Потому что если бы не вот это покушение на Си Цзиньпиня 18 января, то, скорее всего, вот эти 16 тяжелых бортов, они бы не полетели в Иран. А там, кстати, серьезная система РЭП. И, между прочим, высокие аналитики военно-политические говорят о том, что вариант для дипломатического решения еще не исчерпан. То есть еще идут какие-то разговоры, потому что атаки ожидали чуть ли не вчера, ну, она как бы не состоялась. Давайте вот здесь мы сейчас об Украине Теперь... более предметно поговорим, с вашего позволения. Однако я хочу уточнить один момент, это очень важно, потому что это как бы в конве нашего разговора, это немного, ну, как бы было такое, ну, как бы упущение. Смотрите, Ближний Восток запустит ядерную войну, ЦРУ при Трумане говорит, ну, это то, что вы говорили выше, в общем, создает Израиль для того, чтобы ядерную войну, в общем-то, с Ближнего Востока и начать. Вот этот тезис, мы его так прошагали, а он важный. Вы тогда сказали, что выше, что как бы Израиль ударит ядерным оружием. Это вот абсолютно интересная история. Официально, да, нет ядерного оружия у Израиля, официально нет у Ирана, но это вот мы к этому приближаемся сейчас. Вот что мы сейчас видим. Трамп отбомбится, если отбомбится, да,
он сейчас говорит, это учение, ничего страшного, там это просто вот там красиво летают самолетики, красивые авианосцы, красивые корабли. Вот если Трамп отбомбится, и Иран даст жесткий ответ, а потом мы Израиля увидим, да, который там ударит одной, двумя, или сколько там у них есть, ядерными боеголовками по Ирану. Так, а что это за тогда вот эта ветка событий, эта сценарная ветка, что она повлечет? И кроме там условности, да, такой, что, ну вот смотрите, Израиль создан, чтобы ядерную войну начать, так а сценарий какой вот у этой войны, если все пойдет по этому пути? Ну, в большой игре, это большая игра, в большой игре, как говорил один великий британский политик, в любом случае главной целью является Россия. В большой игре, в любой большой игре главной целью является Россия. Россия – это страна с 5000 ядерных боеголовок. Надо с чего-то начинать. Начинать напрямую шатать Россию, наверное, нельзя. Надо будет посмотреть, как себя поведут другие страны, что произойдет. Допустим, Израиль допустит атаку ядерным оружием, я уж не знаю, каким там стратегическим или тактическим, какие боезаряды по военным и ядерным инфраструктурным объектам Ирана. Как может ответить Иран? Иран тоже может начать ядерную бомбардировку Израиля, после чего в Израиле будет жить тяжело, да, потому что, скорее всего, в первую очередь будет бомбить по военным базам и по Тель-Авиву. Это самое главное, по Иерусалиму никто стрелять не будет. Мне трудно предположить, как эти события могут развиваться. Возможно, это будет обмен ограниченными ударами, которые не сыграют особо никакой роли в физическом плане, то есть там не будет огромного количества смертей миллионами, там не будет таких разрушений ужасных, но для мира это будет встряска, после которой надо будет что-то делать. И после которой США, у Трампа возникнет цукцванг. Если Трамп легко выиграет иранскую войну, допустим, они вместе с Израилем делают конвенциональным оружием обстрел Ирана, его руководство свергнуто, внутри агенты каким-то образом, как он сказал, наша цель – все офицеры КСИР, да, это корпуса стражи исламской революции, и аятолла. Допустим, они их захватили, либо изгнали. Знаете, эти мемчики видели, да, аятолла едет в Ростов, значит, туда же, к Асаду и ко всем остальным. Они изгнали, захватили Иран. Это для Трампа однозначно победа. Он будет везде говорить, что я установил мир, я принес демократию в эту страну, в которой не видели демократии там, и так далее. На самом деле, конечно же, он принесет сирийско-иракскую нищету. И потом надо понимать, что Иран, 90 миллионов, это не маленькая страна. После того, как Трамп уничтожит руководство, там развернется самая настоящая кровопролитная, долгая гражданская война, которая будет очень хорошо подпитываться со всех сторон. То есть всем будет подвозить боеприпасы для того, чтобы там просто... во-первых, оттуда поток беженцев пойдет, в том числе и через Турцию в Европу там, и так далее. Поэтому я вижу для себя вот такое развитие этой ситуации. На большее я претендовать не могу, потому что мне трудно поверить в то, что мир совершенно сошел с ума для того, чтобы превратить вот этот конфликт, пусть даже с участием 2-3 ядерных ракет между Ираном и Израилем, в глобальную ядерную войну. Умные люди там в ЦРУ говорят, что да, это возможно. Так что я не могу вам ответить на этот вопрос. Я могу, конечно, нафантазировать, что подключится Китай, Индия. Вы знаете, в свое время, оно сейчас пропало на военных сайтах, а я же смотрю и бюллетень военной разведки США, и военно-разведывательные подразделения ВМФ, военно-морского флота США, я читаю эти бюллетенчики. Там была интересная история. Они попросили компьютер, суперкомпьютер, тогда еще не говорили искусственный интеллект, просчитать, как бы могла закончиться ядерная война. Это взаимный обмен ударами между США и Россией и так далее. И они просчитали, что, в принципе, это все не так страшно, как говорят, что в один день все погибнем и попадем в рай и в ад, там, в зависимости от вероисповедания. Но говорят, что к этой войне как только она будет начата, в первую же неделю присоединятся некоторые европейские страны, восточноевропейские, я имею в виду присоединятся к коалиции России и Китая.
Дальше Индия с большим опозданием, где-то в 2 недели, присоединится к этой же коалиции. Ну и дальше возникнет перевес коалиции глобального юга из США и Западной Европы. Западная Европа будет здесь максимально потерпевшей. Максимально. И это, между прочим, желаемый и искомый результат американцев. Давайте с вами задумаемся, давайте вернемся к этому заявлению Министерства энергетики США о том, что в США падает добыча. Давайте возьмем газовый баланс Европейского Союза на сегодняшний день. Штаты там занимают от 30 до 40% со своим сжиженным демократическим газом. Вопрос, если в США в этом году, в 26-м, добыча упадет на 2-5%, в следующем году на 2-5%, в Европу-то что поедет? А я вам отвечу, а ничего не поедет в Европу. Поставки из России они уже накрыли. Европейцы начинают сейчас суетиться. И, в принципе, Мерц уже говорит, что, в принципе, можно было бы с Россией договориться по энергоресурсам, несмотря ни на что. А я вам скажу, Европу просто задушит. У Европы полностью отрицательный энергетический баланс, там просто упадет обвалится вся экономика. Для того, чтобы выжить населению, энергоресурсы будут подаваться прежде всего населению. Поэтому здесь Америка ведет двойную и даже тройную игру, и Европа является одной из целей. А для того, чтобы было понятно, кто разваливает Европу, я очень рекомендую нашим с вами зрителям посмотреть последнее интервью Такера Карлсона с молодым человеком, который снял документальный фильм про организацию миграции в Европе. Они прямо проследили, они приехали в Мавританию, ну это Западная Африка, и проследили, как организуются потоки мигрантов в Европейский Союз. И везде, по всем точкам прохождения мигрантов, они нашли огромные чемоданы и сумки с долларами, с наличными. И их задача была установить, кто дает эти деньги, откуда идут эти деньги. И оказалось, что испанские чиновники, а трафик идет так, он идет Мавритания, Канарские острова, а из Канарских островов уже централизованно самолетами это ввозится в Испанию. Испания официально борется с нелегальной миграцией, но оказалось, что Испании выделяются 3-4 миллиарда долларов в год на организацию этой миграции. И еще один момент. Есть 3 миллиарда наличными, 1 миллиард из которых идет в Мавританию, а 2 миллиарда поступают наличными испанским чиновникам. Всем. То есть они берут просто наличные деньги за то, что закрывают глаза на незаконную миграцию. Ну, я просто советую посмотреть на TSN Network, Такер Карлсон Network, у него там на его канале в YouTube есть этот интервью. Так вот, что интересно, когда он начал докапываться, откуда идут деньги, оказалось, что деньги идут из 2 комитетов ООН, это комитет по миграции, деньги идут из Израиля, из Израильского фонда помощи мигрантам и переселенцам. Представляете, да? Израиль выделяет деньги на то, чтобы африканцев через Мавританию транспортировали в Европу. И фактически деньги идут и покрываются, надо посмотреть по банкам, которые приходят, и мы там опять увидим Goldman Sachs. То есть я прихожу к выводу, что вся миграция, которая сейчас есть в Европе, организована акционерами ФРС, то есть теми самыми денежными властями мировыми, как мы их там называем, неважно. Все могут их представлять себе по-разному. Но я могу сказать, что наиболее юридически справедливое определение, что это за люди, оно кроется в этой формулировке, что это акционеры ФРС. А это Goldman Sachs, там, Bank New York Mellon, это Варбурги, это Рокфеллеры, это Ротшильды, это там куча акционеров. Именно напрямую из бюджета США через НКО и через официальные организации структуры Объединенных Наций наличные деньги чемоданами. Вот там сидел один парень, африканец, он у него брал интервью. Говорит, а как они поступают? Он говорит, в коробках картонных, они летят на гражданских рейсах, в чемоданах, коробках конторных привозят кэш. И я, говорит, этот кэш видел, я его сам получаю. То есть из Америки везутся доллары для того, чтобы оплатить весь поток вот этой миграции. Поэтому это просто мы сделали с вами отступление, что политика по уничтожению Европы – это централизованная политика, и занимаются ею акционеры ФРС, в частности, тот же Goldman Sachs. Да, Геннадий, то давайте... есть уничтожение Европы входит... Да, давайте к ключевому моменту, все-таки переговорному. Да. Переговоры в трехстороннем формате.
Нам объявили, что будет 1 числа возобновлены вот эти все контакты. О чем были эти 2 дня, мало понятно. Вы правы, и вспомнили Зеленского в Вильнюсе, который говорит, что ничего мы не отдадим, никакую территорию. Мы слышим Пескова уже сегодняшнего, да, о том, что, ну, в общем-то, это принципиальное условие, которое как бы с него только надо начать. Ну, как бы вот, хотите, для старта, точка входа, отдавайте Донбасс. А дальше будем дальше переговариваться, дальше уже будем выяснять. Ну, как бы это только начало в этом отношении. Зеленский очень интересную игру сыграл. Ну, во-первых, да, понятно, день рождения у него, а он вот на рабочем месте, в рабочем визите. Это он не вернулся со Швейцарии и попер, так сказать, в Прибалтику. Люблинский треугольник, там, Навродский, Науседа, Зеленский, вот как бы вот они, собственно, выстраивают вот эту ось свою поддержки. И очень как-то вот, ну, он давно уже эту историю качает, Зеленский, на самом деле. Люди, которые слушают, которые там пытаются вникать по поводу Беларуси. Но в этот раз он особенно, скажем так, был активен. И, внимание, встретился с Тихановской. Я еще шутил в прямом эфире, почему не с Тихановским. Было бы хотя бы, ну, веселее в день рождения. Но, тем не менее, эта встреча была. Как бы это позорно не выглядело, но была. И как бы это ни, ну, скажем так, бесперспективно выглядело, но, тем не менее, и Шпица вспомнил Лукашенко, и с Тихановской встретился, и, в общем, все его вот эти мантры о том, что, смотрите, белорусскому народу не помогли, и теперь Орешник смотрит на всю Европу, и теперь вот такая вот угроза. Это все как раз, ну, параллельно происходит с переговорами. Кажется, выстроилась какая-то новая схема или ставка, да, в этом противостоянии. То, что обстрелы не прекращаются, это все понятно. То есть удар по НПЗ очередной украинский, удары в ответ без света Киев, тяжелые там морозы, в общем, вот это как бы фон. Но стратегически кажется, что что-то изменилось. И Зеленский бросился качать Беларусь, ведь неспроста. Связано ли это с переговорами вот этими в Арабских Эмиратах? И какая тогда дальнейшая, ну, скажем так, схема, которой будет придерживаться Зеленский? И что мы увидим в ближайшем будущем, на ваш взгляд, опираясь на, ну, вот такие заявления и вот такой, скажем так, выпад Зеленского в Литве? Александр, я хочу вам задать встречный вопрос, потому что с интересом смотрю ваш собственный канал и понимаю, что вы достаточно логично рассуждаете на все эти темы. Вот я хочу обратиться к вашей логике политической. После первых дней, 2 дней переговоров в Абу-Даби, ваше личное мнение, там есть вариант договориться до чего-то или нет? Вот вы как сами считаете? Нет, ну хочется, чтобы договорились. И то, что, смотрите, то, что не публично было, это хорошо. Даже то, что покушали вместе в дружеской обстановке делегации, ну, поужинали, это тоже ведь хорошо. Это означает, что о чем-то договариваются. И, собственно, какая-то договоренность зреет, вызревает. Но как и я, например, очень и очень с оптимизмом смотрю именно на эти контакты в Арабских Эмиратах. Ну как, смотрел до Вильнюса Зеленского. Вот до Вильнюса мне казалось, что и Зеленский ничего не комментирует, и все вроде как контакты идут, и слава богу, да, но после речи Зеленского, где он, ну там, январское восстание, ну, у них памятная дата в Литве, да, и они собирали это все дело в костеле, и он говорит, значит, культуры важны, народы важны, Россия не важна. И тут как-то все стало понятно по поводу этих переговоров. Есть такая толика разочарования. Поэтому сигнал очень и очень плачевный. Хотя хочется, чтобы сработало. Ну, смотрите, я тогда, наверное, может быть, скажу вам, что я не ожидал, что эти переговоры к чему-то переведут. Потому что, ну, у меня есть другая информация по реальным срокам завершения там, и реальным переговорам. Мы с вами должны понять, что Зеленский в нынешнем своем виде, он вообще не готов подписать отдачу Донбасса.
А Россия никаким образом даже слушать не хочет, чтобы этого пункта не было. То есть все, они разошлись на этом. Поэтому на третий день переговоров, я вот просто читаю, знаете, в России есть такое юмористическое издание политическое, мне очень понравилась новость. По итогам переговоров в Абу-Даби было решено провести переговоры по выбору следующего места переговоров. Вот, наверное, это самая правдивая информация о том, как проводились эти переговоры. Воинственная риторика Зеленского тоже понятна. Для чего он это делает? Для того, чтобы в публичном поле легитимизировать свою позицию непримиримого переговорщика. А кто больше всех хочет переговоры? США. Почему они хотят переговоры? Да потому что у них много задач. У них после Венесуэлы, Гренландия, сейчас Ближний Восток, Китай, вы же видите, они заняты. Им сейчас Украиной некогда заниматься, тем более на Ближнем Востоке непонятно, чем закончится. И может возникнуть ситуация такая, что весь военно-технический потенциал и все вооружение США и Евросоюза придется направлять на Ближний Восток. Такое тоже может быть. А если это случится, тогда что? Тогда Украина должна уже находиться в состоянии перемирия. Потому что если они перестанут поставлять вооружение, там 2-3-4 месяца ситуация может на фронте измениться, а это им невыгодно. Поэтому я полагаю, есть информация, что американцы создали такой план. Мы делаем вот эти переговоры в Абу-Даби трехсторонние, где США, Украина, Россия, и там еще, конечно, представители Абу-Даби участвуют в этих переговорах. Мы их делаем, они не получаются. После этого фактически я могу сказать, что основная часть переговоров завершена. Зеленский летит в Литву и делает свои заявления, что Украина не отдается и так далее. А дальше, согласованная с Зеленским, революция в Киеве. О, как! Еще раз говорю, это версии, давайте мы обсудим их, давайте не будем пропускать мимо ушей. Это не я придумал в моем бредовом сне, я вам еще раз говорю, это версия. Итак, как будет выглядеть революция в Киеве? Понятно, Зеленский не хочет ничего подписывать. Значит, сейчас будет увеличено давление на украинскую энергетику. Россия ждет только отмашки. Я могу сказать, такие вещи без согласования с крупными сторонами не делаются. Ждет отмашки погасить крупные подстанции атомных электростанций. Во-первых, потому что Запад сразу же восстанет и начнет говорить, что Россия хочет устроить ядерный террор в Европе. Вот этого, чтобы всего не было, А вы заметили, кстати, что европейцы там как-то типа возмущались, что русские не дают жить, люди замерзают. Вот эту трагедию никто ж не разгонял. Показали там по телеку, по европейским телеканалам, как стоит большая чашка какого-то супа, и люди подходят и им раздают. Это, как сказать, не впечатлило. Не впечатлило. То есть никто не разгонял истерики по поводу того, что Россия занялась геноцидом, Украины, так же, как и Израиль занимался геноцидом Газа. Никто же слова не сказал. Все тихо. Также тихо будут уничтожены крупнейшие подстанции на атомных электростанциях. То есть атомные электростанции перейдут в режим автономного энергоснабжения, дизель-генераторами и так далее. Да, там что-то скажет МАГАТЭ, что-то скажет еще. Но я просто могу сказать, что это будет означать, что потухнет не только левый берег, а потухнет и весь центр Киева и надолго. Если уже в Раде нет электричества, да? Не было. Тогда начнется хаос и неуправляемые процессы, которые Зеленский сам должен подготовить и сам будет поощрять. То есть по Киеву начнут ездить непонятные пикапы с пулеметами, непонятно кому относящиеся, то ли к спецназу ГУР, то ли это СБУ, то ли это вообще непонятно кто. Они начнут стрелять. Ко мне поступила информация, я не уверен, что там это все правда, я не хочу ничему верить. Со слов пока сам не увижу, что в Киеве уже кое-какие магазины разграбили. Уже просто врываются и забирают продукты. А дальше начнется там революция, и она начнется прежде всего с того, что будет организовано массовое показательное покушение на представителей ТЦК. То есть якобы какие-то народные массы возьмут оружие в руки и расстреляют 5, 6, 7 постов или патрулей ТЦК. Дальше пойдет цепная реакция по всей Украине. Народ будет собираться и стрелять в ТЦКшников. И это будет все на фоне полного отсутствия электроэнергии. То есть ситуация будет приближена к хаосу. В это время закончатся резервные мощности на базовых подстанциях сотовой связи. То есть пропадет связь.
узнать какую-то информацию будет практически невозможно, только в каких-то там центрах власти или у силовиков, у них будет у единственных связь. И эту всю революцию произведет сам Зеленский. Таким образом, убирая себя, заканчивая свой политический трек. То есть затем на сцену придет какой-нибудь сильный лидер. Я не говорю, что это будет Валерий Залужный. Это может быть кто-то другой. Ну, на сцену придет какой-то сильный лидер, который быстро в течение суток или двух наведет порядок в столице, в Киеве. Просто наведет порядок, ведет комендантский час, значит, всем по норам, всем сидеть. Вот. И объявит, что власть бежала, ну, или там может быть разные варианты, или даже Зеленского могут арестовать, например, да, там за что-то. И будет использовать вот это недовольство, которое в украинском народе созрело, о нем еще рано было говорить даже в 2024 году. Сейчас очень большая часть населения Украины, 30-40%, считает, что власть не права, что такие это все-таки надо завершать, чем дальше продолжать, да, потому что уже народ на себе ощутил все неудобства продолжения этой войны. То есть появляется новый сильный лидер, который якобы устраивает Кремль и который говорит, что надо закончить это все безобразие, давайте то, что предлагает Дональд Трамп, мы подпишем. Я готов подписать прямо сейчас. Ему дадут какую-то там временную легитимность, то есть для того, чтобы все успокоило, а потом пройдут выборы, и как бы Зеленский исчезнет сам собой, просто уйдет с радаров. Но, в принципе, вся команда, которую американцы выстраивали годами в Киеве, она останется на местах. То есть никто не будет трогать НАБУ, никто не будет трогать там базовые какие-то силовые структуры, они там все останутся на местах. То есть, но дальше, поскольку появилась легитимная персона в Киеве, которая устраивает Кремль и которая готова подписать то, что дают американцы. Вот американцы принесли, говорят, подписывайте. Мы подписали. Вот тогда установится уже перемирие. Вот тогда будет установлено перемирие, но это перемирие будет временное, потому что установка перемирия не гарантирует автоматически подачу электричества во все города Украины, восстановление теплоснабжения, восстановление снабжения продуктами там, и так далее. Поэтому это перемирие будет временное, но оно необходимо Трампу, и он это хочет сделать как можно быстрее. И в принципе, если вот я понимаю, что переговоры в Абу-Даби ни к чему хорошему не приведут. Вопрос, а Трамп и американские спецслужбы вездесущие, которые могут себе позволить свергнуть руководителя целого Китая. Они-то это понимают, они же умнее нас с вами. Они обладают большим объемом информации и большими возможностями. Если они пошли на вот эту клоунаду в Абу-Даби, они же пошли сознательно, для чего они это сделали? И тогда это все складывается как пазл в эту канву. Они это сделали для того, чтобы показать всему миру еще раз, что Зеленский недоговороспособен. Он уже фактически произнес своими устами, что он отказывается от того, что вот предложили американцы. То есть он отказывается подписывать. Ну, а раз он отказывается подписывать, значит, излюбленный метод, мы уже в Иране с вами это видели, американцев, это устраивать революции, недовольство, народное недовольство, недовольство народных масс. Вот его, собственно, собираются в Киеве и устраивать. Я вообще, когда это все услышал, серьезно, я бы сейчас посоветовал киевлянам куда-нибудь свалить. Ну, просто на всякий случай. Просто отдохнуть. Даже если этого всего не будет, о чем я говорю, да, ну физически я вам просто знаю точно, что желательно где-нибудь спрятаться, да, потому что если бомбанут по 3 главным подстанциям 500 КВА, 750 КВА, которые находятся на Южноукраинской, Суровинской и Хмельницкой, ну, будет кисло. Ну, я даже не представляю, как можно восстановить в какие-то ближайшие, в обозримом будущем энергоснабжение, потому что мы с вами должны понимать, что если выбило 250 КВА, 50 КВА, это все ерунда. Это можно найти, это можно завести из Литвы. Ну, то есть эти все детали, запчасти, трансформаторы можно найти. Но 750 КВА, которые на атомной станции стоят, да, это шедевр, это археологическая, историческая, инженерная раскопка времен Советского Союза. То есть это грандиозное сооружение. Если вы были возле АЭС и видели эти поля, да, там куча полей с этими проводами, вот с этими вот огромными такими керамическими изоляторами, с трансформаторами. Это грандиознейшее сооружение, которое стоит десятки и сотни миллионов долларов, и его восстановить после ракетного удара, ну, вообще никак не получится. Поэтому я уверен, что те специалисты в энергетике, которые есть киевские,
которые говорят, вы видели эту вывеску в Гугле, да, там, по-моему, ТЭЦ-26 закрыто навсегда, да? Ну да, ТС-6, да, это Это киевская. ТЭЦ-6 закрыто навсегда, да? Так я вот могу сказать, что в этом огромная доля правды. Господа, вы, может, в это не поверите, потому что вы живете в Киеве, там, европейской столице, страны, которая ведет страну. Вам может показаться, что это невозможно, этого не может быть. Но, а что если я вам скажу, что это, если не навсегда, то очень надолго? Что нормальное энергоснабжение города будет восстановлено не в 26-м, не в 27-м, не в 28-м, не в 30-м году. Что если я вам так скажу? Вы мне поверите или скажете, что я преувеличиваю и обманываю? ИПСО, И вот это вообще... говорите ИПСО ИПСО, скажете? Ну да. окей. Окей, у нас тут в группе мы обсуждали эту проблему и пришли к выводу, что самый лучший, самый шоколадный, самый шикарный вариант для киевлян, это просто вообще лучше не бывает. Это самый вероятный. Но еще более вероятно, это что прилетят инопланетяне, починят всю энергетику и закончат войну. Но второй по вероятности, это что в конце концов Зеленский устроит вот это вот, то, о чем я вам говорю, ну, такую типа вот революцию запрограммированную, клоунскую, и, значит, на Крещатике появятся русские танки. Вот в этом случае, значит, да, тогда есть большой очень шанс, что просто русские перевезут на железной дороге эти самые элементы этих станций, они все восстановят, и в том числе там за 8 месяцев восстановят и ТЭЦ-6 там, и так далее. Ну, смотрите, у Поэтому нас как же будущее пишут? невероятно. Как же пишут у нас, что лучше без света и тепла, чем под российским флагом. Причем обычно пишут Более это того, люди из-за рубежа. нет, украинский политик заявил, что лучше умереть, ну, из два только выхода, умереть или уничтожить Россию, да? Причем, Да, как бы, Костенко первый есть это такой, базовый. да. Да, Костенко. Первый это базовый. Причем, да, потому что, Да, как бы, ну, как бы, да, понятно, Россию, конечно, можно уничтожить, но я вижу только один способ в мировой ядерной войне. Все остальные способы, они не подходят. Так или иначе, ну, это очень тяжело сделать. Поэтому Костенко, конечно, может пойти на ноль и честно умереть за свою родину. Вот, Геннадий был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо большое, Александр. До свидания. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Пожалуйста, напишите в комментариях, что думаете. Интересно будет почитать комментарии сегодня. Подписывайтесь на Геннадия, ставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.